Бонжур, друзья! Сегодня мы с вами пошагово установим ноду NuLink. NuLink — это некое децентрализованное решение для разработчиков, предназначенное для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Такое некое а-ля как Knowledge Proof и прочие эти языки и технологии. Проект довольно интересный, с довольно интересной активностью. Также немаловажным фактором является то, что на борту проекта находится Binance Labs, а значит, проходить проект однозначно не стоит. Давайте перейдем ближе к делу. Арендовать я сервер буду на Contabo. Вы можете на любом другом хостинге. Для нашей активности подойдет самый дешевый сервак за 4,5 евро с данной конфигурацией. После того, как вы арендуете сервак, нам нужно на него залогиниться. Для этого переходим в наш терминал. Я вот использую MobaXterm. Вы можете использовать любой другой. Нажимаю на сессию. SSH ключ. Могу подключаться через ключ, но если вы не знаете, как генерировать ключ, то можно напрямую. В данной строке вводим IP-шник нашей ноды и нажимаем ОК. У меня сервак уже подключен, поэтому я просто захожу в него. Здесь вбиваем root. Вам потом предложат ввести пароль от сервака. И после этого вы перейдете. Дальше мы приступаем к выполнению команд. Выполнять я буду по официальному гайду. Первой командой нам нужно открыть порты. Копирую эту команду и вставляю в терминал. Нажимаю Enter и жду, пока пройдет вся загрузка. И аналогичным способом я ввожу следующие команды. Тут нам необходимо подтвердить команду, поэтому я ввожу Enter. Нажимаю Y и нажимаю Enter. Обратите внимание, что на этом шаге нам нужно сгенерировать наш ключ. После этого мы должны придумать пароль, сохранить его и использовать его в дальнейшем. Для этого копируем эту команду и вставляем в терминал. Вводим наш пароль. Подтверждаем наш пароль. Вот, нам сгенерирован был ключ Public Key. Мы полностью копируем эту строчку. И сохраняем ее где-нибудь в текстовом документе. После этого мы дальше двигаемся по гайду. Аналогичным способом мы вводим все команды.
После установки докера мы входим в нашу основную папку и создаем директорию ноды. Следующим шагом у нас будет изменение команды, редактирование. Тут на этом шаге нам необходимо ввести наш ключ, который мы генерировали в прошлом шаге. Для этого копируем команду, вставляем ее в текстовом документе. И вот в эту строчку нам необходимо вставить наш ключ. Копируем ключ и вставляем сюда. Теперь у нас получилась одна большая команда, которую нам нужно скопировать и вставить в терминал. Подтверждаем. И идем дальше по гайду. На этом шаге нам необходимо задать права. Следующим этапом у нас будет задача переменных. То есть нам тут нужно задать две переменные и обозначить пароль. Для этого мы таким же способом копируем эти две команды и вставляем у себя в текстовом документе. Тут у меня эти команды уже готовы. То есть тут вам нужно вставить пароль, который вы назначали еще в предыдущих шагах. То есть везде у вас должен быть одинаковый пароль. Для этого я копирую первую команду, первую переменную и вставляю в терминал. И аналогичным способом вторую команду. После того, как мы задали наши переменные, нам теперь нужно зайти в дашборд проекта и запросить тестовые токены. Для этого переходим в дашборд. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Подключаем наш кошелек и запрашиваем тестовые токены. Нажимаем на две эти вкладки: тест NLK и тест BNB. Я уже токены получил, поэтому мне это сделать невозможно. После того, как вы получили токены, мы спускаемся ниже и кладем их в стейк. То есть можно ввести там абсолютно любое количество. К примеру, я введу 3. Подтверждаю транзу. Все, транза прошла. Теперь второй задачей нашей будет это перекинуть на адрес оператора наши тестовые BNB-шки. Для этого мы заходим в наш текстовый документ, копируем адрес нашего оператора, заходим в наш кошелек MetaMask, вводим адрес и пересылаем туда 0,2 BNB-шки. Подтверждаем. Далее мы возвращаемся к гайду и выполняем следующие действия.
Теперь нам нужно запустить наш докер, но для этого нам нужно отредактировать команду. Поэтому мы копируем вторую команду, вставляем ее в наш текстовый документ. Здесь нам необходимо изменить ключ keystore и добавить оператор адрес. Поэтому мы стираем старый ключ, копируем свой, добавляем его сюда. Теперь мы копируем наш адрес. Удаляем прошлый адрес. И добавляем свой. Как мы видим, у нас получается одна большая команда. Мы ее копируем. И вставляем в терминал. Нажимаем Enter. Тут нам необходимо ввести подтверждение. Вводим Y. Подтверждаем. На этом этапе у нас выскочила сид-фраза. Поэтому мы копируем эту сид-фразу и обязательно сохраняем в нашем текстовом документе. Подтверждаем. Нажимаем Y. Здесь нам нужно ввести нашу сид-фразу, которую мы только что копировали. Копируем, вставляем. Так, здесь нам необходимо сохранить public key и вот этот путь к нашему файлу. Копируем. Дальше у нас остается финальный этап запуска ноды. Мы копируем эту команду. Тем самым мы запускаем нашу ноду. Дальше мы с вами смотрим логи и проверяем работоспособность ноды. Видим, что наша нода запускается сейчас. Идут какие-то процессы. Видим, что она работает и находится в статусе онлайн. Но это не полностью завершает весь процесс установки. То есть, если мы сейчас перейдем с вами в дашборд, то здесь нам необходимо еще активировать нашу ноду. Нажимаем на Bond Worker. Здесь нам нужно ввести адрес нашего оператора. Возвращаемся в текстовый документ и копируем адрес. Вводим его сюда. Нажимаем Bond. Выполняется загрузка. Подтверждаем транзакцию.
Видим, что worker адрес у нас сменился на наш адрес. Теперь нам нужно ждать в течение 30-40 минут. После того наша нода сменит статус свой на онлайн. Здесь появится IP-шник нашей ноды. И, в принципе, логи нашей ноды будут выглядеть по-другому.